Представьте себе город, в котором 40 тысяч человек одновременно встали и ушли, оставив свои дома, драгоценности и даже недоеденный ужин на столах, при этом не оставив ни единого следа борьбы или массового бегства. Это не сюжет фантастического фильма, а пугающая реальность, которую археологи находят в разных уголках нашей планеты. Мы привыкли думать, что цивилизации гибнут от войн, эпидемий или природных катаклизмов, но история знает случаи, когда великие народы и целые армии просто растворялись в воздухе, словно их никогда не существовало. Почему процветающие мегаполисы превращались в призрачные руины за считанные дни? Куда могли бесследно исчезнуть 5000 закаленных в боях римских легионеров, не оставив после себя ни одного шлема или меча? Сегодня мы столкнемся с тремя самыми пугающими загадками древности, которые заставляют пересмотреть все, что нам рассказывали в учебниках. Главный ответ на вопрос о том, что связывает эти исчезновения, ждет вас в самом конце этого видео. В этом выпуске мы отправимся в 3 разные эпохи и на 3 разных континента, чтобы проследить путь тех, кто ушел в никуда. Сначала мы окажемся в долине реки Инд, в таинственном городе Мохенджо-Даро, где камни оплавлены до состояния стекла, а скелеты лежат прямо на улицах, словно смерть застигла их врасплох посреди обычного дня. Затем мы перенесемся в густые джунгли Центральной Америки, где великая цивилизация майя внезапно бросила свои грандиозные пирамиды и обсерватории, позволив тропическому лесу поглотить свои достижения на долгие столетия. И, наконец, мы разгадаем тайну 9-го испанского легиона, элиты римской армии, которая ушла за пределы обжитого мира в туманные пустоши Британии и больше никогда не вернулась в аналы истории. Ученые десятилетиями спорят о причинах этих событий, выдвигая гипотезы от засухи до политического коллапса, но ни одна из них не объясняет странные аномалии, найденные на местах событий. Почему на костях жителей долины Инда обнаружен уровень радиации, превышающий норму в десятки раз? Почему майя уничтожили свои календари перед тем, как уйти? Все эти исчезновения объединены одной невидимой нитью, одним общим фактором которой официальная наука старательно игнорирует, потому что он не вписывается в удобную картину прошлого. Мы собрали воедино факты, которые заставят вас усомниться в логике исторических процессов. Вы готовы узнать правду, которую скрывают запыленные архивы? Наша первая остановка – территория современного Пакистана, провинция Синд. Именно здесь, в 1922 году, индийский археолог Рахалдас Банерджи обнаружил нечто, что навсегда изменило наше представление о древнем мире. Город, получивший название Мохенджо-Даро, что на местном языке означает «холм мертвых», скрывался под многометровым слоем песка и пыли более 4000 лет. Это был настоящий мегаполис бронзового века, построенный с такой точностью и инженерным мастерством, которые кажутся невозможными для того времени. Прямые улицы, сложная система канализации и огромные общественные здания говорят о высочайшем уровне развития. Но самое странное открылось исследователям в первый же день раскопок. Вместо упорядоченных захоронений они нашли останки людей, которые лежали прямо на мостовых, в своих домах, застигнутые чем-то мгновенным и беспощадным. Официальная наука, опираясь на труды таких выдающихся археологов, как сэр Джон Маршалл и Мортимер Уиллер, относит расцвет Мохенджо-Даро к периоду между 2600 и 1900 годами до нашей эры. Согласно общепринятой теории, этот город был одним из крупнейших административных и торговых центров харабской цивилизации. Историки утверждают, что гибель мегаполиса была процессом постепенным и вполне объяснимым естественными причинами. Основной версией считается резкое изменение климата, которое привело к иссушению рек или, напротив, катастрофическим и регулярным разливам Инда, превратившим плодородные земли в болото. Вторая по популярности гипотеза говорит о так называемом арийском вторжении. Кочевые племена с севера якобы разрушили город и истребили его жителей. Однако эта версия все чаще подвергается критике, так как на скелетах нет следов от холодного оружия, которые неизбежны при массовой резне. Ученые пытаются убедить нас, что люди просто покинули свои дома из-за экономического упадка и деградации инфраструктуры, но этот сухой академический взгляд оставляет без ответов самые страшные вопросы.
Когда в 1970 году английский исследователь Дэвид Давенпорт и итальянский инженер Этторе Винченти прибыли на раскопки Мохенджо-Даро, они обнаружили нечто, что полностью перечеркивало теорию о мирном увядании города. Первое, что бросилось им в глаза, это так называемый эпицентр. В самом центре города, в радиусе примерно 50 метров, все кирпичи и глиняная посуда были оплавлены и превратились в черное стекло. Исследования в лаборатории показали, что для такого эффекта требовалась температура не менее 1500 градусов по Цельсию. Подобную картину можно наблюдать на современных полигонах после испытания термоядерного оружия, но никак не в городе Бронзового века. Вторая аномалия – это уровень радиации. Давенпорт и Винченти в своей книге «Атомный взрыв в 2000 лет до нашей эры», опубликованной в 1979 году, привели шокирующие данные. Скелеты, найденные в эпицентре, имели уровень радиоактивного заражения, превышающий норму в 50 раз. Это были горячие кости, которые сохранили смертельный заряд спустя 4000 лет. Ученые обнаружили, что степень разрушения зданий уменьшается от центра к окраинам, образуя четко выраженные концентрические круги, что характерно именно для мощного воздушного взрыва. Третий факт – положение тел. Археологи нашли 44 скелета, которые лежали в позах, свидетельствующих о мгновенной гибели. Некоторые люди держались за руки, кто-то закрывал лицо руками, словно пытаясь защититься от невыносимой вспышки света. На этих останках нет следов холодного оружия, нет признаков того, что город брали штурмом кочевники. Но самое невероятное, на улицах города почти не было найдено ценностей. Складывается впечатление, что те, кто находился на окраинах и успел увидеть ослепительное сияние над центром, бросили все и бежали в неописуемом ужасе, оставив своих близких в зоне поражения. Какая сила в древности могла мгновенно испепелить кирпичные стены и оставить после себя радиоактивный пепел? Официальная наука предпочитает называть это оплавлением в результате сильного пожара, но ни один обычный пожар не способен расплавить камень и создать изотопный фон такой мощности. Независимые исследователи и сторонники теории палеоконтакта, такие как Эрих фон Деникен, выдвигают версию, которая на первый взгляд кажется безумной, но пугающе точно объясняет все найденные улики. Они обращают наше внимание на древнеиндийские эпосы Махабхарата и Рамаяна. В этих текстах, написанных за тысячи лет до появления современной физики, с леденящими душу подробностями описывается применение некоего оружия богов, искрящегося столба дыма и пламени, сияющего ярче тысячи солнц. В текстах говорится, что после его взрыва выжившие теряли волосы и ногти, пища становилась ядовитой, а воины бросались в реку, чтобы смыть с себя невидимую смерть. Разве это не похоже на описание лучевой болезни и последствий ядерного удара? Альтернативные историки предполагают, что Мохенджо-Даро стал жертвой конфликта между представителями высокоразвитой процивилизации или даже внеземных сил, использовавших технологии, которые мы только начинаем осваивать. Возможно, то, что мы принимаем за богов, было реально существующими пилотами летательных аппаратов Виман, а город в долине Инда оказался в эпицентре глобальной войны прошлого. Мы не утверждаем, что это истина в последней инстанции, но как иначе объяснить избирательное уничтожение целого мегаполиса при помощи температур, достижимых только в плазменной дуге? Но самая главная деталь, которую официальная наука обходит стороной, это полное отсутствие в городе оружия. При раскопках Мохенджо-Даро не было найдено ни одного щита, ни одного меча, ни одного наконечника стрелы. Это был абсолютно мирный город-утопия, не имевший даже оборонительных стен. И именно этот беззащитный народ был стерт с лица земли силой невероятной мощи. Как могло получиться, что цивилизация, не знавшая войн, погибла от самого разрушительного оружия в истории человечества? Эта загадка остается нерешенной по сей день, оставляя нас наедине с пугающей мыслью. Не наступим ли мы на те же грабли снова?
Мы переносимся в густые, практически непроходимые джунгли Центральной Америки, охватывающие территории современных Мексики, Гватемалы, Белиза и Гондураса. Именно здесь в 1839 году американский юрист и путешественник Джон Ллойд Стивенс вместе с талантливым английским художником Фредериком Казервудом совершили открытие, которое буквально потрясло весь научный мир того времени. Они обнаружили величественные руины города Копан, полностью скрытые под многовековыми зарослями и лианами. Вскоре выяснилось, что это лишь верхушка айсберга. Целая сеть из сотен городов с колоссальными каменными пирамидами и точнейшими астрономическими обсерваториями была брошена населением на самом пике своего культурного и технического могущества. Первый и самый главный факт, который вызывает оторопь у любого исследователя. На этих грандиозных постройках нет следов масштабных разрушений от войн или разрушительных землетрясений. Города просто замерли в тишине, словно их многотысячные обитатели вышли из домов на одну минуту и растворились в бескрайнем зеленом океане джунглей. Официальная академическая наука, представленная такими титанами археологии, как Сильванус Морли и Эрик Томпсон, долгое время придерживалась мнения, что цивилизация майя была мирным обществом теократов, погруженных в изучение звезд. Согласно общепринятой версии, коллапс классического периода, произошедший примерно в IX веке нашей эры, был вызван комплексом факторов. Историки указывают на катастрофическую засуху, длившуюся десятилетиями, которая привела к неурожаям маиса и массовому голоду. Вторая версия гласит, что истощение почв и чрезмерная вырубка лесов для производства извести спровоцировали экологическую катастрофу. Археологи также упоминают о внутренних междоусобицах и восстаниях крестьян против элиты, которая требовала все больше ресурсов для строительства монументов. Нам говорят, что люди просто мигрировали на север в Юкатан, спасаясь от хаоса. Однако эта версия выглядит гладкой только на бумаге. Она никак не объясняет, почему народ, переживший сотни лет засух и войн, вдруг решил оставить идеально функционирующие города именно в момент их наивысшего триумфа. Если мы присмотримся внимательнее, то обнаружим факты, которые буквально кричат о том, что майя знали и умели гораздо больше, чем им приписывает официальная история. Первая аномалия – это их невероятная астрономическая точность. Исследователь Энтони Авени в 1970-х годах установил, что здание обсерватории в Чичен-Ице, Эль-Караколь, ориентировано по положению Венеры на небосводе с точностью до долей градуса. Майя вычислили солнечный год в 365,2422 десятитысячных дня. Это значение точнее, чем то, на котором базируется наш григорианский календарь. Как народ, не имевший металлических инструментов и оптических линз, смог произвести расчеты, требующие современных компьютеров. Вторая аномалия – это строительные технологии. В городе Тикаль возвышаются храмы-пирамиды высотой более 70 метров. По подсчетам инженеров, для их возведения требовалось переместить миллионы тонн известняка. Но вот в чем парадокс. У майя официально не было колеса, не было тягловых животных и не было железных орудий. Тем не менее, качество подгонки многотонных блоков таково, что между ними невозможно просунуть даже лезвие ножа. В 1952 году мексиканский археолог Альберто Руслу-Илье обнаружил в храме надписей в Паленке саркофаг царя Пакаля. Крышка этого саркофага весом в 5 тонн покрыта резьбой, которая до сих пор вызывает яростные споры. Третий факт – это полное отсутствие следов эпидемий. Если бы города вымирали от болезней, как утверждает одна из теорий, мы бы находили массовые захоронения. Но в брошенных городах майя-археологи не находят гор трупов. Складывается впечатление, что люди просто сложили свои инструменты, вышли из ворот и исчезли в один день. Куда могли уйти миллионы человек, не оставив следов на дорогах и не основав новых соразмерных поселений? Независимые исследователи, такие как Грэм Хэнкок и уже упомянутый Эрих фон Деникен, предлагают взглянуть на наследие майя под другим углом. Глядя на знаменитую крышку саркофага из Паленки, они видят не мифологический сюжет о путешествии в подземный мир, а детальное изображение человека в кабине пилота какого-то аппарата. Пакаль сидит, подавшись вперед, его руки лежат на рычагах управления, а из задней части устройства вырываются языки пламени.
Альтернативная версия предполагает, что майя были не просто астрономами, а учениками гораздо более древней и высокоразвитой цивилизации, возможно, пришедшей со звезд или с погибшей Атлантиды. Существует гипотеза, что их исчезновение было не бегством от голода, а запланированным переходом. Майя часто говорили о небесных змеях и богах, спускающихся с небес. Возможно ли, что, достигнув определенного уровня развития и завершив свой великий календарь циклов, этот народ просто покинул нашу планетарную реальность, используя технологии, которые мы сегодня сочли бы магией? Мы не беремся утверждать, что они улетели на другие планеты, но как еще объяснить их одержимость космосом и внезапный уход? Но есть одна деталь, которая ставит официальную науку в полный тупик. Это длинный счет майя, календарь, который оперирует периодами в миллионы лет. Зачем сельскохозяйственному народу, живущему циклами посева и жатвы, календарь, который считает время на десятки миллионов лет назад и вперед? В этом календаре была зафиксирована дата начала нынешней эпохи – 3114 год до нашей эры. Но в это время майя, согласно истории, еще даже не существовали как народ. Откуда у них эта дата? И почему их календарь обрывается именно в момент их исчезновения, словно время для них просто перестало существовать? Это главный вопрос, на который у археологов нет ответа. Мы переносимся из знойных джунглей и выжженных пустынь в холодные, пропитанные вечным туманом пустоши Каледонии, на север современной Великобритании. Именно здесь, в районе древнего города Эбуракум, ныне известного как Йорк, разыгралась одна из самых мрачных и необъяснимых драм в истории Римской империи. 19-й год II века нашей эры стал последним упоминанием в хрониках об одном из самых элитных и закаленных в боях подразделений – 19-м Испанском легионе, также известном как Легио Нова Испана. Более 5500 профессиональных воинов, вооруженных до зубов и обученных воевать в любых условиях, бесследно исчезли в лесах нынешней Шотландии. Последнее вещественное доказательство их существования – каменная плита, найденная археологами в Йорке в середине XIX века, датированная 108 годом. Первый факт, который ставит в тупик любого военного историка. Такая огромная масса людей не может просто испариться, не оставив после себя братских могил, разбитых доспехов или хотя бы легенды о великом поражении. Официальная римская историография, а за ней и современные маститые ученые, такие как немецкий историк XIX века Теодор Момзен, долгое время пытались объяснить исчезновение 9-го легиона логическими и прагматичными причинами. Согласно основной версии, легион был полностью уничтожен в ходе кровопролитного и масштабного восстания северных племен пиктов или бригантов примерно в 117 или 118 году нашей эры. В качестве доказательства обычно приводятся косвенные записи о больших потерях в Британии во времена начала правления императора Адриана. Однако другие исследователи, например, Энтони Бирли, предполагают более прозаичный финал. Легион вовсе не погиб, а был просто переведен из Туманного Альбиона на континент в нидерландский город Неймеген, где при раскопках были найдены отдельные черепицы с клеймом 9-го легиона. Официальная наука настаивает, что элитное подразделение либо пало в честном бою, защищая границы империи, либо было расформировано из-за позора сокрушительного поражения. Нам пытаются доказать, что это обычная военная неудача, которую Рим просто предпочел не афишировать. Давайте взглянем на конкретные факты, которые заставляют сомневаться в официальных отчетах и академических статьях. Первая и самая вопиющая аномалия – это абсолютное, тотальное отсутствие археологических следов на севере Британии. По всем законам военной археологии, на месте гибели 5000-го профессионального войска должны остаться тысячи железных наконечников стрел, обломки панцирей, подков и, что важнее всего, человеческие останки. В Шотландии проводились сотни раскопок, но археологи не нашли ни одного массового захоронения или поля битвы, которое можно было бы соотнести с 9-м легионом. 5000 человек со всем своим тяжелым снаряжением и обозами просто испарились в сером тумане Каледонии. Вторая аномалия – это пугающее, почти мистическое молчание римских авторов того времени.
Римляне были одержимы историей и не стеснялись во всех красках описывать свои поражения, если они были героическими, как, например, катастрофа в Тевтобургском лесу в 9 году нашей эры. Но о судьбе 9-го легиона молчат и Тацит, и Светоний, и Кассий Дион. Единственный намек – это обтекаемая фраза императора Марка Аврелия, сказанная спустя 40 лет, о легионах, погибших при Адриане, без упоминания номеров или названий. Третий факт связан с находками в Неймегене. В середине 20 века археологи действительно обнаружили там оттиски печати 9-го легиона, которые датируются примерно 120 годом. Но вот что странно, это лишь фрагменты черепицы, которые могли быть привезены обычными строительными отрядами или небольшими группами солдат. При этом нет ни одной надписи на камне, ни одного алтаря, ни одного упоминания имен высших офицеров этого периода. Сэр Уинстон Черчилль в своей книге «История англоязычных народов» прямо писал, что 9-й легион ушел в бесконечную ночь Каледонии. Почему из официального списка легионов империи, составленного в 161 году при Марке Аврелии, он просто вычеркнут без малейшего комментария? Это выглядит как попытка стереть само воспоминание о существовании 5000 человек. Независимые исследователи и писатели, вдохновленные этой великой загадкой, выдвигают версии, которые выходят далеко за рамки сухих военных рапортов. Существует серьезное предположение, что легион столкнулся с чем-то настолько необъяснимым и пугающим в лесах Севера, что имперская канцелярия предпочла уничтожить любое упоминание об этом событии из памяти поколений. Возможно, это не было обычным сражением с варварами. Некоторые исследователи аномальных зон указывают на то, что район стены Адриана до сих пор изобилует фольклорными рассказами о странных свечениях и целых отрядах, уходящих в холмы. Мог ли целый легион стать жертвой массового исчезновения, подобного тем, что случаются в районах сильных магнитных возмущений? Другая теория гласит, что воины не погибли, а массово перешли на сторону противника, очарованные культурой или верованиями местных племен, что стало бы для Рима несмываемым позором, который нужно было немедленно забыть. Мы лишь задаем вопрос, как 5000 закаленных ветеранов могли не оставить ни одной зацепки для будущих историков. Но есть одна деталь, которая ставит официальную науку в полный тупик и лишает сна военных историков. Речь идет об Аквиле, золотом орле 9-го легиона. В Древнем Риме потеря орла означала не просто поражение, а мистическую утрату покровительства богов и ликвидацию части души самой империи. Если легион погиб в бою, орла должны были выставить в триумфальной процессии дикие вожди племен, как главный трофей. Если легион был расформирован, орла должны были с почестями вернуть в Рим. Но этого символа нет ни в варварских курганах, ни в храмах Рима. 5000 человек и их священная святыня канули в небытие, не оставив ни единой материальной зацепки. Куда уходит целая армия, когда затихают звуки труп и опускается туман? Теперь, когда мы изучили 3 разных уголка нашей планеты и 3 разные эпохи, пришло время взглянуть на картину в целом. На первый взгляд может показаться, что между погибшим городом в пустыне Пакистана, покинутыми пирамидами в джунглях Юкатана и исчезнувшим легионом в туманах Британии нет ничего общего. Но если мы отбросим предубеждения, перед нами выстроится пугающая и закономерная система. Давайте перечислим те общие черты, которые объединяют эти исчезновения, и сделаем это вдумчиво. Во-первых, это фактор внезапности. Ни в одном из этих случаев мы не видим признаков постепенного увядания или долгой подготовки к переселению. В Мохенджо-Даро люди падали замертво прямо на мостовых. У майя города бросались в момент наивысшего расцвета архитектуры и науки, а 9-й легион просто растворился на марше, не успев подать весточку в ближайший гарнизон. Складывается ощущение, что во всех этих случаях время просто остановилось или изменило свой ход для огромных групп людей одновременно. Во-вторых, это отсутствие материальных следов борьбы. Официальная история обожает списывать все на войны и восстания, но где же тогда груды сломанного оружия, где следы пожарищ на всех без исключения зданиях, где массовые захоронения с признаками насильственной смерти? Мы видим либо оплавленные до состояния стекла камни, либо девственно чистые, пустые улицы, поглощенные лесом.
Армии и народы уходили, не оставляя после себя даже мусора, словно их изъяли из нашей реальности хирургическим путем. В-третьих, это наличие аномалий, которые официальная наука старательно называет совпадениями или ошибками измерений. Радиация в долине Инда, необъяснимо точные астрономические знания майя и бесследное исчезновение священного символа целой армии – Золотого Орла. Почему каждый раз, когда мы сталкиваемся с большой тайной прошлого, мы находим следы технологий или событий, которые не должны были существовать в то время? В-четвертых, это странное молчание современников и последователей. Почему римские летописцы вычеркнули целый легион из списков? Почему индийские легенды описывают взрывы ярче тысячи солнц, а мы считаем это просто поэтическим преувеличением? Почему знания майя были уничтожены в кострах Инквизиции именно в тот момент, когда они могли пролить свет на их исчезновение? Может ли это быть простым совпадением? Или мы имеем дело с неким глобальным механизмом, который время от времени очищает планету от цивилизаций или групп людей, которые узнали слишком много или пошли по пути, не предусмотренному общим сценарием истории? Мы не даем вам готового ответа, потому что истина может оказаться гораздо сложнее и страшнее, чем любые наши предположения. Подумайте об этом. 3 разных народа, 3 разные судьбы, но один и тот же финал – пустота. Мы возвращаемся к тому вопросу, который я задал вам в самом начале нашего пути, куда могут бесследно исчезнуть десятки тысяч людей, не оставив после себя ни единого слова объяснения. Теперь, когда вы знаете о радиоактивных скелетах Мохенджо-Даро, о бесконечных календарях майя и о безмолвных лесах Каледонии, этот вопрос уже не кажется таким риторическим. Мы привыкли чувствовать себя хозяевами своей судьбы, строить города и планировать будущее на десятилетия вперед. Но история показывает, что в любой момент, на пике могущества, все может закончиться за один единственный миг. Возможно, те, кого мы считаем исчезнувшими, не погибли в нашем понимании этого слова. Возможно, они перешли на следующий этап, нашли выход из лабиринта, в котором мы все еще блуждаем, или были принудительно удалены теми силами, что наблюдают за нами из глубины веков. Официальная наука продолжит искать следы засухи или мелких стычек с кочевниками, потому что так спокойнее, так мир кажется логичным и безопасным. Но мы с вами знаем, что за гранью этой логики скрывается нечто иное, величественное и пугающее одновременно. Я хочу обратиться к каждому из вас. Что вы думаете об этих исчезновениях? Верите ли вы в официальные версии о климате и набегах варваров? Или чувствуете, что за этими событиями стоит некая иная, скрытая от нас сила? Напишите в комментариях, какая из этих историй кажется вам наиболее загадочной и почему. Ваше мнение крайне важно для нашего расследования, ведь только вместе, собирая по крупицам эти странные факты, мы сможем приблизиться к пониманию того, кто мы есть и что на самом деле произошло с теми, кто был здесь до нас. Помните, история – это не только то, что написано в учебниках. Это живая пульсирующая тайна, и мы только начали ее разгадывать. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие погружения в бездну прошлого, ведь там еще так много нераскрытых страниц. До встречи в новых выпусках, где мы продолжим искать истину там, где другие видят лишь тени.